Это Тампа, потому что... Это Тампа! Я в быстром темпе. Всем привет, друзья! Это Орел и Решка, и мы прилетели во Флориду. Привет, ребят! Мы приехали на поиски морских коров. Именно их не хватает в нашем списке побед. А здесь, знаете, морских коров столько, что прям морские луга пестрят ими. Ты понимаешь, что это значит? Что встретить их может как бедный, так и богатый. Это же прям... То есть, в принципе, их можешь встретить как ты, так и богатый турист. Правильно я понимаю? Слушай, а спорим, кто встретит их меньше, тот... Тот принесет ведро морско-коровьего молока, да? Подожди, а вдруг у них нет молока? Это же морские коровы. А все, уже поздно после спора махать аргументами. Орел. Решка. Я увижу коров! Да! Не знаю, Коля, где ты будешь брать это молоко? Я теперь-то могу купить. Муа! Му. Флорида, или, как говорят американцы, Флорида. Этот американский штат словно втиснулся между теплым Мексиканским заливом и холодным Атлантическим океаном. Здесь круглый год можно ходить в шортах и шлепках. Без конца наслаждаться сумасшедше красивыми пляжами. И плавать с уникальными животными ламантинами. Вот вы думаете, приехал ты со своими 100 баксами в Америку, и все, не нужен обменный пункт? Нужен. Конечно же, нужно для того, чтобы разбить 100 баксов на более мелкие купюры, чтобы удобнее было добраться до города. Как известно, в Америке любят все большое. И здешний аэропорт не исключение. Поэтому до терминала с автобусной остановкой нужно добираться на поезде. Благо, он бесплатный. Успел. 7 минут, и я на месте. Конечно, до города я не доехал, но зато хоть между терминалами повидался. А вот и он. Самый бюджетный транспорт до города. Автобус. Ни много ни мало $2, что в 10 раз дешевле, чем такси. Наконец-то! Со мной золотая карточка. Это значит, что я могу выбрать любую машину по душе. О, может, вот это? А нет, слишком большая. А это? Не то. А это? Ой, вот это такая хорошая, маленькая. Ну нет, мы же в Америке. О, это спортивная, но хочется мощнее, прям такую. Ух. Ну что же мы с тобой возьмем? Может быть, эту? Мне казалось, что он меня сейчас забьет. BMW i8. Стильный. Спортивный. Экологичный. Да он словно примчал ко мне из будущего. Просто ракета. Как ее открыть? Как? Что, можно уже залазить? Оп! Ну что, полетели? Этот космомобиль оснащен сразу 3 двигателями: бензиновым и 2 электрическими, которые вместе дают 374 лошадиных силы. И разгон до 100 всего за 4,4 секунды. You can show me the fast this car. Yeah, of course. Я не так! Да-да, 4 секунды, все окей.
А обошелся мне этот чудо-автомобиль вместе с пилотом всего за $950 в сутки. Свое знакомство с Флоридой я решил начать с города Тампа. Посмотрю, что здесь интересного, а дальше отправлюсь на поиски морских коров. При этом я не собираюсь делать это пешком. Друзья, у меня отличные новости. Если вы хотите посмотреть даунтаун и при этом не стоптать свои ноженьки, специально для вас есть лайфхак. Это приложение, которое называется Даунтаунер. В чем его суть? Вы ставите вот так геолокацию, оп, и буквально через 20 минут за вами приезжает электрокар, который абсолютно бесплатно прокатит вас по центру. Мне кажется, это идеальный вариант для меня, для бюджетного туриста. Все. 20 минут, и за мной приедут. Вау! Вот это прям лотерея. Красота по-американски. Услуга Даунтаунер – это, по сути, VIP-экскурсия. Приложение было создано, чтобы привлечь больше туристов в Тампу. В него вложились государства и меценаты. И теперь любой турист может совершенно бесплатно прокатиться по городу на новенькой Тесле. Какая она прикольная вообще. Люк. 2 люка здесь. Здесь огромное просто панорамное стекло. Я никогда не думал, что Тесла настолько крутая тачка. Мне кажется, даже Алине такое не снилось, наверное, со своей золотой картой. Пригород Тампы – это типичный американский спальный район с низкими частными домиками, окруженными идеально подстриженными газонами. Вот если не знать, что я прилетела в Америку, ну, в принципе, такое ощущение, что где-то у нас за городом. Другое дело – центр города. Это современный мегаполис с гигантскими, сверкающими, ультрамодными небоскребами, широкими ровными дорогами, развязками и мостами. И чистыми улицами с аккуратно высаженными пальмами. Все. А я только вошел во вкус. Да, 10 минут, это, конечно, маловато для наслаждения Теслой, но вполне достаточно для проездки по даунтауну. Удивительно, что кроме небоскребов в городе вообще нет достопримечательностей. Да и зачем они, если рядом теплые воды Мексиканского залива? Туда и отправлюсь. Хоть интересностей в самой Тампе нет, зато тут полно богатых развлечений. Здесь можно погонять на моторной лодочке по городскому заливу, поуправлять гидропланом над местными озерами, или же отправиться на ближайший пляж. Называется он Clearwater Beach. Красиво-то как! Первое, что бросается в глаза на этом пляже, конечно же, песок. Он настолько белоснежный, как снег. Кстати, поэтому он особо сильно не нагревается и даже немного прохладный. Как клево, он такой мягенький. Ой, что же я не развиваюсь? О, да! Ну что ж, пора провести этому пляжу инспекцию. Контингент очень разнообразный.
От мала до велика. Очень много детей, пожилых людей, парочек. Но самое главное, места хватает для всех. Да, чаечки? Инфраструктура. Тут есть все. Зонтики на любой вкус, шезлонги, вот спасатели. Но ко всему остальному нужно будет немножечко пробежаться. Вон там детские развлечения, вон там душ, много кафешек. В общем, физкульт-привет! Ребят, это самый ласковый океан за весь морской сезон. Такой теплый, красивый какой. Что тут говорить? Надо купаться идти. Вода. Конечно, она не синего цвета, не какой-то голубой лазури, но когда ты заходишь по мягенькому песочку в воду идеальной температуры, ее цвет вообще никакой роли и значения не имеет. Хочу еще. Подытоживая все увиденное, мое решение очевидно. Я ставлю 5. Алина, ну кто же во Флориде идет на ближайший пляж, если тут находится? Number one beach in the USA. Лучший пляж Америки. Ну что ж, посмотрим, как выглядит лучший пляж Америки. И стоит ли после этого смотреть на другие пляжи, если это лучший. Сиеста-Бич – самый большой пляж штата. Он занимает 8 километров белоснежного песка на берегу Мексиканского залива. И просто заждался нашей независимой экспертизы. Итак, плотность посетителей на пляже. Ну, вы знаете, если бы это был бы обычный пляж, то людей много. Но мы же говорим о лучшем пляже Америки, поэтому мало. А здесь места очень много. Если вы все приедете, друзья, все поместимся. Контингент. Контингент здесь – это отдыхающие. Вроде бы звучит банально, но нет. Здесь люди действительно приезжают отдыхать. Здесь нет позеров, которые намазались маслом и показывают, как их телеса блестят на солнце. Нет мажоров, которые выстраивают вокруг себя баррикады из коктейлей и официантов. Нет такого. Поэтому ставлю твердую социальную 5. Итак, инфраструктура. Есть лежаки, есть зонтики, есть спасательная будка. В принципе, для пляжа достаточно, поэтому можно ставить 4. Но это же лучший пляж Америки! Поэтому 3. Я буду с тобой строгим. Водичка теплая, нежная, прозрачная, чистая. Вот еле сдерживаюсь, чтобы не поставить ей 6 и ставлю 5. Песок. Ну, песок – это отдельное явление. Хух, какой он крутой. Во-первых, он белоснежный. Белоснежнейший. Во-вторых, посмотрите на его структуру. Он как мука. Реально, он как мука. Оп. Он на 95% состоит из кварца, поэтому песок практически не нагревается. И на таком солнцепеке, как сейчас, на любом другом пляже, не лучшем пляже Америки, я бы уже сжег себе ступни. А здесь я могу ходить и наслаждаться. И можно прям в снежке, ну, в песочнежке. Смотри, как он лепится. Кстати, именно благодаря этому песку пляж и назван лучшим пляжем Америки. 5. Так как Флорида совсем не маленькая, я решила посмотреть ее окрестности. Выбрала, как мне кажется, очень необычный город. Называется Санкт-Петербург. Да, я не путаюсь с географией. Именно Санкт-Петербург. Сент-Питерсберг, или как называют его местные Сент-Пит, был назван так одним из его основателей, выходцем из России. Но я приехала сюда не из-за этого.
Я выбрала Санкт-Петербург совсем не случайно. Дело в том, что тут практически целый год солнечная погода. Да, и даже в книге рекордов Гиннесса было зафиксировано 768 солнечных дней подряд. Это как вообще? Это насколько здесь счастливые люди живут, вы понимаете? Кроме того, здесь находится один из старейших отелей Флориды – пятизвездочный The Wiener Renaissance Санкт-Петербург, в котором я забронировала президентский люкс. Красота какая! Ой, у меня тоже с первого раза с этой дверью ничего не вышло. Hello! Don't worry. С этой дверью тоже не разобралась сначала. Какая розовая мечта. Это точно президентский? Все такое няшное. Бирюзовый диванчик, пуфики. Фламинго. Вот я так и вижу, как сидит президент, такой уставший от этого бремя работы и страны, смотрит на фламинго и успокаивается. Все дело в том, что в этом отеле есть два президентских номера – мужской и женский. Это же просто номер для женщины-президента. А почему, собственно, нет? Золотая карта есть. Большие амбиции тоже. Может быть, и да. Но удивляет в этом номере другое – его размер. Небольшая гостиная, О, маленькая спальня, красиво. ванная и все. Ой, на кровати американский... Нет! Должны быть мягче. Ну ладно, может, полезно. Ортопедический матрас. Все дело в том, что этот отель считается историческим, а значит, тут стараются сохранить его в том виде, каким он был в 20-х годах. Просто в те времена богачи были менее привередливы и избалованы. Ну что ж, пришло время подкрепиться чем-нибудь местным и оригинальным. Здесь есть традиционный сэндвич, который называется кубинским. Почему он кубинский? Сейчас я вам расскажу. Боже, как он приятно пахнет. Я уже хочу поскорее его съесть. Так, оп. Раньше здесь было много табачных фабрик, где в основном работали кубинцы. Они готовили этот сэндвич, потом сэндвич начал нравиться местным, итальянцы в него добавили еще свои ингредиенты, каждый по чуть-чуть. И сейчас жители Тампы говорят, что сэндвич очень похож на сам город Тампа, потому что много всего намешано, и при этом очень вкусно. Ох. Ну что, Тампа, пришло время тебя раскусить. Кубинский сэндвич готовится так. Одна сторона булки смазывается майонезом, на вторую накладывают ветчину, сыр, соленья и лист салата. Далее горчица и еще майонезика. И все. Знаменитый кубинский сэндвич готов. Кубинский сэндвич, так громко сказано, но на самом деле ничем не отличается от обычного бутерброда на заправке. Ну, отличается только от бутерброда с тунцом либо с курицей, потому что это бутерброд с ветчиной. А от бутерброда с ветчиной не отличается. Обычный бутерброд. Я сам могу такое сделать. Хотите, вам сделаю? Для того, чтобы получить бутерброд от меня, отметьте 3 друзей в комментариях и сделайте репост этого видео. В воскресенье вечером я объявлю победителей. В принципе, это отличный перекус. Вкусно, не очень вредно. Подходит для всех. Ну, кроме веганов. Все, я наелся. А это заберу с собой. Мне же теперь это надо растянуть на 2 дня. А вы думаете, как на решке мы все так хорошо выглядим? Только Лейска набрала. Едим раз в 2 дня. Я, как и Алина, тоже решил покинуть Тампу. $28. Окей, thank you. $28. Дороговато.
И чтобы сэкономить на проезде, воспользуюсь автостопом. В Америке с автостопом никогда не бывает проблем. Ты просто выставляешь так руку и ловишь автомобиль. Все очень просто. Поэтому... Hello. Excuse me, can you take me please to... Я приехал в деревню Амиши, где живут религиозные протестанты-консерваторы. Вся их жизнь основана на буквальном и строгом толковании Библии. Амиши не пользуются телефонами, компьютерами и автомобилями. Чтобы не быть привязанными к материальному миру. Они не платят налоги, не служат в армии и отказываются от пенсии, чтобы не зависеть от государства. Они носят скромную одинаковую одежду, чтобы избежать гордыни. А вместо обручального кольца женатые мужчины отращивают бороды. Живут в одноэтажных скромных домиках, которые сами себе и строят. Зарабатывают земледелием и фермерством. Простите, здравствуйте. Да, добрый день. Я Николай. Я Шерри. Вы амиш? Да, я амиш, все верно. Вау, приятно познакомиться. А ты тоже? Нет, я не амиш. Ну, по крайней мере, пока что. Окей. Я подумаю об этом. Простите, а могу я вас попросить показать мне деревню? Жизнь деревни изнутри. Конечно, да не вопрос. О, спасибо. Отлично. Пойдемте. Но я сюда приехал не только ради того, чтобы посмотреть уклад местной жизни. Говорят, амиши с удовольствием пускают к себе на ночь одиноких путников. У нас в деревне рады гостям. Вообще, знаешь, не обязательно быть амишем, чтобы жить здесь у нас. Мы рады всем. А что нужно для того, чтобы пожить в деревне амишей? Ну, на самом деле, просто нужно знать кого-то из деревни. Ты запросто можешь заночевать здесь, если знаешь кого-то. Это бесплатно? Ну нет, не бесплатно, конечно. Есть цена. А какая цена? Ну, у кого как. Если ты у меня спросишь, то... Да. Какая у вас цена? Мне просто нужен ночлег на сегодня. А, даже так? У меня есть свободная комната в доме, и я за нее беру $35 за ночь. $35? Да, 35. Окей. Знаете, я согласен. Когда бы я еще переночевал у амиша, да? $35, так? Ни за какие деньги такого не купишь. Окей. Вечером я решила подкрепиться чем-то вкусненьким. Благо ресторанов немерено. Конечно, в Америке популярны стейки или бургеры, но глядя на тарелки людей, понятное дело, надо заказывать морепродукты, потому что мы находимся рядом с океаном. Стейки можно поесть и в другом месте. This is mine, triple, yes? Окей. Я вообще, если честно, не люблю устрицы, но долг ведущий с золотой картой обязывает меня заказать что-то из лакшери-сегмента. Поэтому устрицы. Но тут меня ждал сюрприз. Оказалось, что американцы – любители всего жареного и печеного. Устриц тоже готовят на гриле. Я очень надеюсь, что это будет намного вкуснее, чем вот эта вот живая жижа. Да простят меня все гурманы. Пробуем. Вы знаете, да, это выход. Это выход полюбить устрицы. Надо просто их запекать. Это вкусно. Они очень сочные, мягенькие. Вообще нет привкуса моря или соленой воды, как это обычно в свежих устрицах. Похоже на мидии, если честно, запеченные, но они более сочные. И очень приятный вот этот привкус гриля, как вот устрицы с дымком, что ли. Я вообще не понимаю, почему другие рестораны так не делают. Это же гораздо вкуснее, просто гораздо вкуснее. Последняя.
все хорошее так быстро заканчивается. Sorry, one more oysters. Yes, the same. Пока есть золотая карта, хоть поем от души. Проходи, пожалуйста. О, электричество. Прикольно. А вот и твоя комната. Получается, не все амиши отказываются от благ. Понимаешь, разные общины амишей по-разному относятся к благам. Вот здесь не против электричества. Например, холодильник, кондиционер. Они дают холод. Так, получается, амиши во Флориде пользуются благами. Да, именно во Флориде к благам цивилизации относятся проще. Не отказываются от них. Мы пытаемся просто не привыкать, так как если что-то случится, мы должны уживаться без них. Например, без электроэнергии. А я-то думал, что, типа, что амиши не пользуются электричеством, потому что это грех. Оказалось, нет, они просто не хотят быть зависимыми от системы электроснабжения государственной, чтобы если там что-то вдруг крякнет, чтобы они могли дальше заниматься фермами и не зависеть. Круто. Смотри, ты можешь себе сделать кофе, здесь тостер, микроволновка. Окей, я даю вам $35. Да, $35. Окей. И никаких вечеринок. Окей? Да? Никаких вечеринок. Какие вечеринки? Вы что, никаких? Ну, только разве что с амишами, которых я сегодня встретил. Здесь еще ванна и твоя спальня. Хорошо. Приятного отдыха. Пока-пока. Слушайте, ну отличный вариант. За $35 такая комната со своей кухней, с туалетом, ванной. Гардероб, мне, правда, не знаю, зачем и гардероб, рюкзак просто спрятать. Ну, класс. Остаюсь. Мне в детстве такой шарик папа подарил, правда, со снеговиком. Я бежала его подружке показать и разбила. Такая была трагедия. Спокойной ночи. Приснится же такое. Фу. Мне приснилось, что Алина увидела больше ламантинов, чем я. И на финальной встрече нашей она мне об этом сказала и очень сильно смеялась. И операторы смеялись, и даже Дима, мой оператор, смеялся. И режиссеры смеялись, и зрители смеялись, и родители смеялись. И мальчик, который старше меня был на год, в школе меня обижал, тоже смеялся. Все смеялись, всем было смешно. И ламантины смеялись. Слышал их смех из кустов отовсюду. Так стыдно было. Нет, нельзя этого допустить. Нет, я должен увидеть больше ламантинов, чем видела Алина. По-любому я должен увидеть больше их. Либо сделать так, чтобы Алина увидела меньше. Ой, ну что за натюрморт такой? Вот бы дома так каждый день. Вышел из душа, и тут... Еда, булоньки. Сейчас булок наемся, блинов. Надо отменить купальники. Все погружения в плотном дайверском костюме. Поеду к морским коровам. Они тоже не королевы красоты. Как своя буду. Да, еще парочку круассанчиков. Все. Пойду собираться, потому что это надолго может быть. Все. Весь второй день посвящаю охоте на ламантинов. Ламантины – это огромные травоядные млекопитающие. В длину
Они могут вырастать до 4 метров, а весить до 600 килограмм. Всего в мире их осталось порядка 10 тысяч. Во Флориде больше всего. Обитают на мелководье, где теплая вода. Поэтому предпочитают соленые озера и водохранилища возле электростанций. Ну что, всего 45 минут прогулочной походкой, и я пришел на одно из лучших мест для наблюдения за ламантинами. Это электростанция, на которой водятся ламантины. Там есть затопленная часть, которая просто ломится от ламантинов. И все это абсолютно бесплатно. В смысле закрыт? Закрыт. Excuse me. Hello. Hello. How are you? We want to see lamantins, please. There's no manatees in there. It's too warm. Yeah. So it's not any chance to see them. There's none in there. Nothing there. Нет ламантинов, говорит. Конечно, расстраивает такая информация. Расстраивает. Ну ничего, я не буду отчаиваться, я буду искать дальше. Ведь как я Алинке принесу на финалку ведро молока, морских коров, если я не встречу ни одной? Кажется, мой ночной сон был вещим. Слушайте, а вот эти 4 ламантина на заборе, это же считается, что я их увидел? И что выиграл у Алины? What happened? What happened? You saw? Found one. We found one! Whoa! Woohoo! Ну что? Считается, что я увидела ламантинов и выиграла у Коли. А так? Ладно, пойдем посмотрим на них вживую. Я приехала в Хамасаса Спрингс, где самое большое количество морских коров в мире. В мире? Hello! My name is Alina. I'm Captain Tracy. Nice to meet you. Tracy, nice to meet you too. Today I see sea cow. Yes? No, What? not a sea cow. Why was stop? Stop. Сейчас заминочка. Why? Today we're going to see manatees. Sea cows. It's not the same? Not the same thing. Sea cows are actually extinct. They are no more. Морских коров больше нет, они все вымерли, к сожалению. Но ламантины – это их ближайшие родственники, поэтому их продолжают называть морские коровы. Окей, Are we ready go. to go? Yes, 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 yes. Go have some fun. Slow zone. We have to go slow all the time because there could be manatees anywhere. So we don't run them over. So we always have to watch for them coming up to the surface. Во Флориде ламантины – главная достопримечательность. Большинство рек, озер и водоемов здесь усыпаны вот такими табличками, призывающими не шуметь и вообще относиться к территории ламантинов с уважением и трепетом. Класс, представляете, ну, никто как бы не дает гарантии, что если вы плывете вот навстречу с ламантином, он захочет вас обнять или пообщаться. Они как бы еще выборочно действуют. Будем надеяться. Будем очень надеяться, что я его потрогаю. Удачи на моей стороне. Фух, я прям excited, взволнован. Она говорит, что не факт, что мы сможем его снять, но она только что видела, как он проплывал. Воу, вон. А, смотрите, 3. Все, Алинка, я тебя сделал. 3 уже видел. It's fish. It's fishes, yeah. Watching the tail, okay? Где ты? Морская корова, му-му-му, выходи. Вон! Ушел. Неуловимые ламантины. Приключения неуловимых ламантинов. Вон. Вот! Красавчик. Видел носяра? Хобот. Хобот ламантина только что был. Вдохнул и нырнул. Ах, какой хитрец. Чекпоинт. Сделано.
Осталось только, что Полина увидела меньше ламантинов, чем я. Но на этом я не остановлюсь. Я буду искать еще ламантинов. Тихо, молчи. Такой большой малыш. Леся говорит, что он хочет играть, поэтому не микрофон. Быстро. Снорклинг с ламантинами не похож ни на снорклинг с черепахами, ни с рыбками, ни с акулами. Это какие-то совершенно другие впечатления. Ты как будто плаваешь с огромным подводным щенком, который дарит тебе потоки ласки и любви. Кажется, что это млекопитающее очень хорошо тебя понимает и знает, что обнимашки – это одно из лучших времяпрепровождений в жизни. И самое крутое, за один такой снорклинг мне посчастливилось увидеть аж 6 ламантинов. Мне кажется, удивительные животные. Удивительные. Такая грация, вроде такие толстенькие, но такие грациозные. Как говорится, ламантинов много не бывает. Особенно, когда на кону ведро молока. Сейчас я возьму каяк и отправлюсь на поиски ламантинов. Пусть ламантина услышит, пусть ламантина придет. Я приехал на соленую реку Вики-Вачи-Ривер. И говорят, это еще одно место, где ламантинов немерено. Где ламантины? Где ламантины? Видели ламантины? Не видели ламантины. Хорошо, спасибо за помощь. Но полчаса активной гребли и ни одного ламантина. А ламантинов-то нет нигде. Я уже всю реку проплыл. Вдоль и поперек. Ни следа. Уже руки отваливаются, и весло скрипит. Опять скрипит потертое весло. И ветер холодит под жопой воду. Какого меня сюда занесло? Я уже было полностью разочаровался в успехе этого мероприятия, как вдруг заметил у берега подозрительное бревно. Ламантин. Ламантин, который пасется. Сейчас я подплыву прямо к нему. Вау, какой красивый. Ха-ха-ха. Как пузика почеши. За всю историю морского сезона каких только животных я не видел. Но сейчас с уверенностью могу сказать, ламантины – самые милые, самые добрые и самые няшные существа на свете. И ко мне приплыло их аж 4. Вот. После таких встреч понимаю, что во встречах с ламантинами главное не количество, главное качество. И у тебя не про меня на 50 ламантинов вдалеке. Но Флорида знаменита не только ламантинами. Тут есть и другие достопримечательности. Например, логово дьявола. Выглядит фантастически. По-бедному здесь можно снорклить, а по-богатому погружаться под воду.
логово дьявола – одна из самых древних пещер Флориды. Дайвинг здесь захватывает с первых секунд. Вы только гляньте на цвет воды и дружелюбность местных жителей. Сначала даже не понимаешь, почему у этой пещеры такое пугающее название. Все дело в том, что круглый год вода здесь около 20 градусов. Когда снаружи холодает, от нее поднимается пар, и место становится похожим на дьявольский дымящий котел. Оттого и название. Более 1000 лет назад верхняя часть пещеры обвалилась и стала ловушкой для животных и людей. Останки упавших находят на дне пещеры до сих пор. Но логово дьявола продолжает собирать новые жертвы. Ними становятся неопытные дайверы, которые с легкостью могут погибнуть в узких лабиринтах пещеры. Очень страшно. Просто настолько, что ты не понимаешь, сколько там дальше метров, и есть ли там кто-то еще, кроме тебя. И ладно, если бы только Костик. Фу. Ну это как в каком-то кино. Этот луч фонарика единственное, что дает тебе какую-то осознанность под водой. И все. Сегодня я прячу для вас 100 баксов в дьявольском месте, которое выглядит как раз. Жаждущим приключений следует отправиться за заветной бутылочкой в одно из самых уникальных мест штата Флориды – в пещеру Devil's Den, или же в логово дьявола. Там, в одном из карстовых образований, в стене вас будет ждать клад от орла и решки. Все. Один. Флорида прекрасна. Высоченные небоскребы, длиннющие пляжи и кулинарные изыски на любой вкус. Да, сюда стоит приехать, хотя бы ради того, чтобы пообниматься с самыми уникальными и милыми существами на планете. Такая грация, вроде такие толстенькие. Я тебя не про меня на 50 ламантинов вдалеке. Но вы же видели, сколько он там их нашел? Одного, два? Вот если лодку где-то нашел, по-любому видел. Их же тут много везде. Но вряд ли 6. Ну, точно 6 не видел. Хотя вот я могла бы и больше. Ну что, Алинка, сколько у тебя было ламантинов? У меня? Да. У меня 6. А у тебя? Ну, у меня приблизительно столько же. Что? Как это приблизительно? Ну, плюс-минус 1 ламантин. Ну, Нет, Коль, сколько ты видел ламантинов? слушай, я сейчас попытаюсь вспомнить, просто так все Давай, не событий было дури. много. Хорошо, я видел 5. Но еще я видел одну, ну, довольно крупную такую русалку, и тоже можно подумать, что это ламантин. Поэтому 6. Не надо. 6, все поровну, победила дружба. Один уже тоже рассказывал про этих русалок. Все, я победила. У меня 6 ламантинов. Алина, опомнись, мы с тобой вообще на одной стороне поля. Поэтому не так важно, что ты увидела 6, там, а я 6 минус 1. Важно, что вместе мы увидели 11 ламантинов. И это большая победа для нас. Большая победа для нашей передачи. Это новый шаг вперед. Мы идем вперед, мы развиваемся, мы лучше, круче, больше, сильнее. Пока, друзья. Хорошо, Класс. хорошо. Но только ты молоком-то угощаешь. Что ты не заладил с молоком-то, блин? Пока, ребят.